Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп неделя с 7 по 13 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Это всего лишь прогноз, образы карт. Но я так надеюсь, если вы вашу ситуацию какую-то переложите на эти образы, подключите интуицию, скорее всего, какие-то или подсказки будут, или какой-то инсайт. Все равно вы для себя найдете, может быть, пазл какой-то сложится, решение вы какое-то примете. И первую карту мы достанем, что для вас будет наиболее важно или чему придется больше внимания уделять на неделе. Вот давайте с вами узнаем, назовем, что важно знать эту карту и достанем ее. Как видят карты для вас неделю. Что важно знать и чего не избежать, или каковы неожиданности, может быть. Чему сейчас не время, или что нам может помешать. И тогда, а что же нам помогать будет, что за нас будет, что за нас в плюс. И мы достанем еще одну карту, что от нас скрыто. Не имеется в виду, что кто-то скрывает умышленно, а на что нам вот нужно обратить внимание, или что ускользнуть как будто от нас не должно, что будет иметь значение. Дела, работа, бизнес. Спросим, посмотрим энергии, что подскажут карты, что с денежками, финансы. И что у нас в личной жизни. Давайте узнавать, что для вас будет важно. Двойка пентаклей называют эту карту игра с деньгами или ничто так непостоянно, как перемены. У нас показан жонглер, который словно подбрасывает эти пентакли и в то же время радуга. Посмотрите, с одной стороны карта говорит сразу глобальные как бы покупки, да еще тем более с учетом ретроградной Венеры, ну не самые перспективные могут оказаться. Мы что-то купим, а потом разочаруемся. Или еще хуже того, купили, а прибор вышел из строя, правда? Вот бывает такое, тогда обидно. Но карта говорит нам, знаете, быть легким на подъем. Вообще это карта хорошего настроения. Потому что мы, когда открыты новому, когда нам хочется чем-то заниматься, когда есть вдохновение, мои дорогие. И, кстати, по этой карте мы... Если попробуем себя в каком-то новом деле, как будто отказываться не нужно. У нас получится лучше, чем у профессионала. И в последующем, как будто мы вот этот опыт можем применить, и в конечном итоге мы получим какие-то деньги. То есть, ну, все равно, вот мы нарабатываем словно новый опыт потом, который сможем так или иначе использовать, и в том числе для нашего финансового благополучия. То есть, есть в этом какой-то смысл. Прекрасная карта, но, знаете, мы не строим, наверное, на этой неделе каких-то вот глобальных планов или не делаем, не настраиваемся, по крайней мере, наверное, на то, что это будет что-то продолжительное. Здесь именно какая-то игра, может быть, игра по новым правилам. В том плане, что что-то, какая-то структура как будто только будет отстраиваться. А нам нужно найти свое место под солнцем. Поэтому мы можем пробовать и одно место, и другое место. У кого-то конкретно будет касаться по выбору работы. Или, может быть, это ваша деятельность, занятость. Или, может быть, у вас есть что-то уже по плану, и просто придется переключаться с одного дела на другое. Какой-то режим многозадачности. И у кого-то так тоже может быть. Чего не избежать? Есть какая-то идея, но королева жезлов – это ваша энергия. И такой огненный запал, посыл, когда мы что-то хотим осуществить. Но по этой карте, вы знаете, мы никому ничего не рассказываем. О себе много не говорим. О своих планах каких-то далеко идущих тоже. Видимо, нам не говорит карта конкретики какой-то или что это может быть. Значит, это будут наши мысли или наши какие-то проекты, у каждого по-своему. Просто карта нам хочет сказать, таких как таковых неожиданностей или форс-мажора какого-то не ожидается. Сама по себе неделя, она может быть переменчивая в таком
ну, где-то разном ритме. Где-то придется, может быть, ускориться, а где-то и не торопиться. Но как будто мы сохраняем то, что для нас в приоритете. Все-таки королева жезлов, она, с одной стороны, обладает большим магнетизмом, поэтому и вокруг вас может крутиться много людей. Или какое-то место ваше вот в социуме, чем-то вы будете заниматься. К вам могут люди обращаться за советом, за помощью какой-то. Это тоже может проиграться. С королевой жезлов хочется дружить, поэтому, может быть, новые друзья, новые знакомые у кого-то. Так тоже вполне возможно проиграется. Но мы, опять же, мы не строим каких-то планов. Мы просто где-то плывем по течению. Но ведь это хорошее настроение, как я уже сказала. И поэтому, как и откликаемся. Если куда-то позовут поехать, едем. Но немножко на своей волне. Вот вместе с тем, что вроде бы есть что вдохновит нас, и есть то, что нас заинтересует, есть какой-то бонус наперед, что-либо узнать или чему-то научиться. Но, видимо, так сказать, что мы какую-то такую стратегию себе длительную прокладываем, ну, наверное, не на этой неделе. И, опять же, молчание будет где-то золото. Наверное, имеет смысл. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А вот нам может помешать, если мы так немножко отгородимся от мира, если мы начнем кому-то что-то доказывать, или, кстати, возобновим какой-то конфликт. Может быть, нас будут к этому вынуждать, может быть, мы столкнемся с этими людьми, с которыми раньше был спор, или мы не нашли взаимопонимания. А по ретро-Венере как раз люди из прошлого или такое дежавю из прошлого, как какая-то ситуация. Мы думали, все уже закончилось, а тут может о себе что-то напомнить. Но, тем не менее, это не имеет никакого уже значения. Поэтому мы где-то, ну, не отгораживаемся от мира, не пытаемся, ну, где-то так обособленно быть. Все-таки явить себя миру, как минимум на этих двух картах, нам рекомендуется. И либо какое-то дело новое начать по двойке пентаклей мы можем, или чем-то заинтересоваться, вдохновиться, и тогда тоже что-то вот такое, чем-то себя словно наполнить, каким-то своим, может быть, новым совершенно интересом или отработкой какого-то нового опыта. Но уж точно не где-то так в уголке и на своей волне. Давайте мы узнаем, а что же нам помогает. Вдохновение нам будет помогать. И когда нам в первую очередь это помогает, ни от чего не отказываемся. Я уже об этом сказала, потому что, собственно, по этим картам это тоже проходит. Быть открытым миру, новым возможностям. А новые возможности к нам будут приходить, кстати, совсем не тем путем, как мы предполагали. И поэтому нет смысла ждать именно того варианта, о котором мы думаем, или в наших представлениях то, что вот как должно быть какое-то действие, или как оно должно происходить. Мы можем себе нарисовать каких-то картин, а нам пространство предложит какой-то альтернативный вариант. Вот где-то к этим альтернативным вариантам развития событий и нашего восприятия нужно быть готовому, и тогда это нам помогает. Что от нас скрыто? Все серьезно, 15-й старший аркан. Знаете, может захотеться настоять на своем. Может захотеться, ну, где-то сказать все, что мы думаем. Ну, мы уже с вами это обсудили. И нам где-то помогает, с одной стороны, 15-й старший аркан, дьявол. Он помогает, ведь это что? Это наше благополучие, это наш земной уровень. В хорошем смысле эта карта проигрывается, когда у нас достаточно физических сил. Что-либо осуществить, куда-то совершить поездку и так далее. То есть бодрости у нас как будто хватит, это точно. Но с другой стороны, нельзя делать чего-то чересчур. Или настроиться на что-то одно. А нам уже сказали, тут пространство и Вселенная как будто предложит совершенно какой-то другой вариант. И мы будем думать, что нет, это не наше, а это как раз для нас будет очень полезно, нужно, вовремя. И поэтому не строить себе каких-то табу, с другой стороны, не строить каких-то шаблонов, а как раз вдохновиться чем-то совершенно, может быть, новым. И есть еще такой момент, когда мы, наверное, не должны в какую-то зависимость попасть. Может быть, двойка пентаклей у нас вначале выпадает,
И ведь здесь могут быть разные предложения, поэтому пробовать себя хорошо. Но кому-то далеких обещаний, что я там, допустим, помогу, или в какую-то работу, я уже прямо там на 5 лет наперед вам обещаю, что я буду участвовать. Ну, я, к примеру, говорю, вот такие вот прожекты, которые долгоиграющие, наверное, пока не время, что-то будет меняться. И поэтому увидеть вот то, что скрыто, то, что, может быть, нам не сказали, проанализировать с другой стороны, о себе тоже много не рассказать, может быть, не распространяться. А по 15-му аркану как раз могут люди спрашивать. Вы люди очень притягательные, с вами хочется общаться, мои дорогие стрельцы, и вроде как окружения у вас будет достаточно. Значит, любопытства будет тоже достаточно. Но это не значит, что мы так вот отталкиваем людей. Нет, тут как раз нам будет помогать, вот, наверное, как королева жезлов. Ведь самый главный посыл этой карты, она умеет работать с информацией. Она допускает, что постоянно какие-то перемены идут в пространстве. И она сама не торопится. Но вот те люди, которых она вокруг себя, может быть, собирает, или которые к ней приходят, она вот эту информацию, она ее словно перерабатывает. Она ее анализирует, как я могу это применить к себе. Или, может быть, у меня была подобная ситуация, как-то я тут сейчас, ну, может быть, какой-то маневр совершу и какой-то вопрос решу. Вполне вероятно. Поэтому держите руку на пульсе. Где-то 15-й аркан может помочь. Ну, а в чем-то, если мы увлечем сверх меры или где-то позволим себе сверх меры эмоций, вот тут он может помешать, потому что он великий шутник, как только он понимает, что нас где-то поймал на крючок. Ну, все, держись, он начинает какую-то свою игру. А тут нам говорят, мы должны контролировать ситуацию. Да и двойка-то жезлов, это жонглер, это ловкий человек, и нам придется где-то пентаклями, может быть, буквально жонглировать, а может быть и, ну, способность ваша договариваться. А вы как раз умеете договориться с людьми, и у вас получится, может быть, для себя какое-то, ну, вот лично ваше дело как раз-таки договориться, совершить или в чем-то, вдохновившись себя, попробовать. Дела, работа, бизнес. Тут как будто, правда, успех. Даже начиная дело какое-то с нуля, у нас завершится все абсолютно точно успехом, но надеемся мы сами на себя. И очень созвучно, кстати, по 15-му аркану. Шестерка мечей нам показывается, хоть карта такая достаточно темноватая, а смысл у нее просто великолепный. Это именно тот успех, когда мы, ну, где-то не боимся сделать шаг навстречу будущему. Мы не закрываемся, а именно больше идем в люди, может быть, больше, смотря чем вы занимаетесь и где вы, в какой обстановке находитесь. Тут ведь это все имеет значение. Перекладывайте на себя. Но есть момент, когда мы не боимся буквально, может быть, совершить переезд, поменять работу, изменить себя, может быть, изменить свои привычки, кстати. Хоть у нас выпадает на дела, но значит, каким-то образом для нас это будет полезно. Для кого-то из вас это может быть смена сферы деятельности, переход в IT очень хорошо по шестерке мечей проигрывается. Проигрывается также работа, которая связана с перемещениями, работа удаленная на дому. Мы смотрим конкретно на работу. Тут разные варианты могут проиграться. Или, например, работа IT-сфера, если вы тоже меняете, то тут тогда во всех этих сферах нам как будто обещается успех. И даже если мы экспромтом что-то начинаем, то успех как будто нам уже обеспечен. Что у нас по финансам? Король кубков. Часто это карты показывают наших близких. И вполне вероятно деньги от близких людей. Может быть и так. Или может быть и вы будете кому-то помогать. Какое-то взаимодействие с вашими близкими, супругом, супругой. Что-то будете считать. Или может быть планировать что-то на будущее. Вполне вероятно. Но король кубков, он наиболее удачлив в двух сферах. Отношения и деньги. У вас на деньги. И его отличает, что он умеет переключаться между какими-то финансовыми вопросами, там, где беспристрастно надо посчитать,
и быть реалистом. И там, где это возможно, он как раз добавит эмоций. Значит, где-то вот между этих двух энергий будет у вас протекать неделя. Для кого-то это может быть, кстати, как подсказка, что личная жизнь, а это правда, энергетика любви, она, это все по Венере, кстати, так же, как энергетика денежная. Это все взаимосвязано. И поэтому, если у нас словно провисает какая-то одна сфера, неизбежно падает и вторая. Вот где-то такой маленький совет. Подумайте, каким образом это к вашей жизни можно применить. Наиболее полное счастье или ощущение радости от жизни, когда именно эти две сферы у вас будут уравновешены. Подумайте. Но с деньгами как будто проблем нет в личной жизни. Ну вот, десятка жезлов. У кого-то может, мои дорогие стрельцы, буквально участвуете в какой-то, ну, не ворохе дел или куча какая-то дел по дому, может быть, или везде пытаетесь успеть, всем помочь, а вы, правда, вы такие люди. И вполне вероятно уже карта нам говорит, отдыхай, надо подумать о себе. А для кого-то из вас это напрямую призыв, как будто есть у нас вдохновение, есть какое-то дело, которое для нас самих очень важно. А мы тут можем включиться в какие-то дела, вопросы, так навьючить себя основательно и забыть про какие-то свои желания, про хорошее настроение. Вот есть риск, мои дорогие. Поэтому, наверное, нам карты так настойчиво с самого начала уводят и говорят, ты будь на своей волне, что-то есть для тебя, стрелец, очень важное, то, что тебе добавит и удовольствие, и вдохновение, что ты хочешь осуществить. Вот ты сам сейчас у себя на первом месте, и тогда у тебя получится добиться очень многого и в делах, и в работе, и в любви, и в деньгах. Разграничивать где-то норму труда и отдыха, скорее всего, для кого-то из вас будет тоже очень актуально на повестке дня. Хотя, я так думаю, в личной жизни вот те, кто сейчас в паре, с учетом короля кубков, ну, где-то на том же уровне, как и, может быть, и на предыдущую неделю, нет перемен больших. Неделя ведь не такой большой срок. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.